Всем привет, меня зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Фата, что означает Добро пожаловать на мой канал. Вы знаете, что существует множество мультиков Барби. Самый первый 3D-мультик появился аж в 2001 году, и за все это время вышло свыше 30 картин. И волей-неволей иногда задумываешься, а есть ли в этой огромной вселенной персонажи с одинаковыми именами? Тем более периодически при просмотре такие моменты очень легко улавливаются. А может, это даже имеет какую-то подоплеку, и имена героев не просто так совпадают? А может, авторы мультиков сделали это для того, чтобы мы вот так вот с вами собрались и ломали голову над тем, чего нет? Именно это нам сегодня с вами предстоит выяснить. Специально для вас я провела целое расследование, исследовала все закоулки в вики по мультфильмам Барби. В итоге я нашла около 50 совпадений, и результатами своего исследования я готова поделиться с вами прямо сейчас. Так что без более долгого вступления предлагаю вам перейти к сути. В ходе своих исследований я узнала самое излюбленное имя в мультиках Барби, ну, кроме Барби, конечно же. Попробуйте угадать, какое это, пишите в комментариях. Это оказалось имя Катрина, ну и производное от него. Впервые Катрина нам встретилась в мультике «Барби и дракон» или «Барби Рапунцель». Там она была младшей сестрой главного принца этого мультика, Стефана. Еще одна Катерина, или Катарина, как ее назвали у нас в русском дубляже, появилась в «Барби в розовых пуантах». Она была швеей в балетной школе, и именно она подарила главной героине этого мультика розовые пуанты. Катрин — это также русалка из Индийского океана, которая появилась во второй части «Барби. Приключения русалочки». Также мы можем заметить Кэтлин, да, имя не совсем совпадает, но все-таки довольно близко. Из 12 танцующих принцесс она, кстати, единственная из всех сестер рыженькая. И раз мы начали с малышек из Рапунцель, то продолжим Мелоди. Вот такая девчоночка появлялась в «Барби Рапунцель». Другая Мелоди также встречалась в «Барби Хрустальный замок». Это та самая девчуля, которая провела главных героинь до Хрустального замка и помогла им восстановить его, так сказать. Я каменщик, работаю 3 дня! У Стефана также был брат Томми, который очень любил стрелять из лука. Томми встречался и в «Барби и Щелкунчик». Это был младший брат Клары, тот еще задира, так еще и заигрался с ее Щелкунчиком и сломал ему руку. Среди мужских имен Фредди или Фредерик, тоже довольно часто появляющиеся в мультиках Барби. В рождественской истории Фредди был фокусником, который работал в театре Эдем. Короля и отца Виктории из «Барби, принцесса и поп-звезда» тоже звали Фредерик. Также король Фредерик встречался и в Рапунцель. Это был отец Стефан. В общем, во вселенной Маттелло Фредерик довольно королевское имя. Это, наверное, так и есть. Знаете, сколько Даниэлей во вселенной Барби? 2 мальчика и 1 девочка. Скорее всего, сразу вы вспомнили принца Дэниела из «Барби. Лебединое озеро». Дэниел также был хореографом Киры из «Барби. Принцесса и поп-звезда». Тоже, можно сказать, прекрасный принц, но более современного толка. Ну и, конечно, Даниэла, королева Аполлонии из «Барби. Принцесса острова». Еще одним популярным королевским именем во вселенной Барби оказалась Амелия. Принцессу, а точнее уже королеву Амелию, мы можем заметить в мультике, довольно недавно вышедшем, «Барби. Приключения принцессы». А в «Барби. Принцесса и поп-звезда» мы можем увидеть герцогиню Амелию, которая являлась тетей принцессы Виктории, одной из главных героинь этого мультика. И была она с ней довольно сильно строга. Вы помните, с чего вообще, в принципе, начинались мультики Барби? Каждый мультфильм строился вокруг того, что Барби рассказывала своей самой младшей сестре, Келли или Шелли, как у нас чаще ее называли, как устроен мир, делилась какой-то мудростью, и во всех этих историях самую главную роль, конечно же, исполняла сама Барби. Но также там иногда присутствовала и Шелли. Так вот, маленького лебедя из «Барби Лебединого озера» как раз звали Келли. Примечательно, что в последний раз Келли или Шелли появилась в рождественской истории, как раз в той же обстановке, о которой я и говорила. Далее младшую сестру Барби заменили на Челси. Мари или Мэри тоже была довольно частой гостьей в мультиках Барби. Например, сестру Адет из «Лебединого озера» как раз и звали Мари, и она была полной противоположностью главной героини. Мэри — это также тетя Эден, которая появляется в виде призрака в «Барби. Рождественская история». Это та самая тетка, которая научила ее петь, научила девочку тому, что вокруг нее эгоистичный мир, и в нем нужно быть эгоисткой. Ну а призрак этой тетки пришел к Эден для того, чтобы девочка изменила свое будущее к лучшему. Мария — это также мать Карин, главной героини «Трех мушкетеров», жена Д'Артаньяна. Ну а в сказке о пони Мари была кузиной Барби. Мариса — это одновременно королева Палладии, которая оказалась матерью Ро или Розеллы, потерянной девочки на острове. А также это девочка-олененок из «Зачарованного леса» Барби Лебединого озера. Другая малышка из «Зачарованного леса» в образе мышонка обладала именем Дженни. А еще Дженна — это лучшая подруга главной героини из «Барби. Потайная дверь». Имя малышки Лисенка из «Барби Лебединое озеро» Лиана также встречалась повторно
повторно в Барби Хрустальный замок. Скорее всего, вы уже вспомнили принцессу Лиану из Хрустального замка, одну из главных героинь, которую сыграла как раз Барби. Мне всегда казалось, что в ее внешности есть что-то лисье, видимо, не зря. Кроме того, главные антагонисты Барби Лебединого озера тоже встречались повторно. Ротбард и Адилия также появились в Барби в розовых пуантах, и это продиктовано чисто тем, что там героиня тоже оказалась в мире Лебединого озера. Пишите, кстати, в комментариях, какая версия этих злодеев вам нравится больше, из Лебединого озера или из розовых пуант. Помните еще эту пурпурную единорожку из Лебединого озера? Ее звали Лила. Оказывается, она не одна носила такое имя во вселенной Барби. Лили или Лилиана — это популярная девчуля из парижской движухи модной, которая встречалась в Барби «Сказочная страна мод». Ну а еще Лили — это собачка Алексы из Барби Хрустального замка. Кстати говоря, Алекса тоже оказалась не одной такой принцессой во вселенной Барби с таким именем. Такое имя носила главная героиня мультика «Барби. Потайная дверь». Вы знаете, обе эти героини, мне кажется, имеют что-то общее. Обе они попадают в другой мир, наполненный магией, феями, единорогами. И для каждой из них это было неожиданно, но в то же время вокруг этого как раз и строится все повествование их мультиков. Другая героиня «Потайной двери», фея из Зении, носит такое же имя, как и русалка из Мирмейди, Нори. Мне кажется, они даже чем-то похожи друг на друга, особенно в плане поведения, ну и внешне, мне кажется, чуть-чуть что-то между ними есть, так что, возможно, это действительно была такая отсылка. Еще я обратила внимание на любовь Мотел к дельфинам. Так, например, в «Жемчужной принцессе» встречаются сразу два персонажа с именем Дельфин. Принц-дельфин, который имеет некоторый любовный интерес к главной героине этого мультика, и его друг Дельфин, которого зовут Дельфин, соответственно. Дельфином также назвали вот такое существо из Мирмейди, которое я бы, если честно, никогда не догадалась бы назвать дельфином. Тем не менее, персонаж очень даже важный, и именно она помогла Элине и Нори в спасении Мирмейди. Дельфины — это также помощницы и огромная фанатка Жаклин, главной злодейки Барби «Сказочная страна моды». Кстати, среди злодеек часто встречалась и Ракель во вселенной Барби. Впервые мы ее увидели в дневниках Барби, там она предстала как самая популярная девчонка в школе, которая каким-то образом постоянно оказывается на пути Барби. У них даже любовный интерес совпадает. Ну что это такое? В «Сказочной стране моды» Ракель выглядит уже довольно-таки иначе, но все так же метит на место девушки-парня Барби. А в «Тайне феи» Ракель наконец-то призналась Барби, что она жутко завидовала ей, ее успеху, и наконец-то у них произошло воссоединение. Кстати говоря, тот, в которого были влюблены как Барби, так и Ракель в дневниках Барби, тоже встречался не один раз. В той же «Сказочной стране моды» он предстает как режиссер адаптации «Принцессы на горошине», из-за идей которого Барби покидает съемочную площадку. По мне, он выглядит как слегка постаревшая версия первого. В «Сказочной стране мод» встречалась маленькая Пикси Шиммер, которая добавляла мерцание дизайну. Кроме нее, именем Шиммер обладала и Пикси из третьей части Фейритопии, которая прилетела учиться в школу фей. Это такая смешная маленькая фея, которая летала с помощью своих косичек. Кстати говоря, как вы думаете, какой ее цвет? Оказалось, что красный. Я, если честно, думала все время, что фиолетовый. Другая Пикси Глиммер, у которой изначально была довольно схожая волшебная способность, как и у Шиммер, оказалась тоже не единственной такой Глиммер. И Глиммер — это также Пегас из Хрустального замка. Заметили, кстати, как эти Пегасы подозрительно похожи на Бриет? В «Сказочной стране мод» Грейс была одной из самых лучших подружек Барби. А вот в «Академии принцесс» Грейс оказалась помощницей Блэр, главной героини этого мультика. Помните принцессу Хедли из «12 танцующих принцесс»? Это была одна из двойняшек, которые любили ходить на ходулях. Так вот, принцесса Хедли встретилась также и в «Академии принцесс». И что забавно, там она тоже довольно спортивная девчуля, так еще и ее главный цвет бирюзовый. Странное совпадение, не правда ли? Хедли — это также лучшая подруга Мерли из «Приключений русалочки». Кстати, во второй части мультика она еще стала блондинкой, что сделало ее фактически чем-то средним между одной принцессой Хедли и другой принцессой Хедли. Сестра принцессы Хедли, Исла из «12 танцующих принцесс», также имела тезку в Академии принцесс. Вот только в «12 танцующих принцессах» это имя читалось как Исла, а в Академии принцесс уже как Айла. Так вот, в Академии принцесс это была стесняшка-музыкантка, тоже одна из лучших подруг главной героини. А в «Волшебных дельфинах» Айла оказалась русалочкой и стала новой подругой Барби. Какого персонажа Барби вы вспомните в первую очередь, если я вам назову имя
имя Женевьева. Скорее всего, это будет главная героиня 12 танцующих принцесс. Но что, если я вам скажу, что она не единственная Женевьева во вселенной Барби? Во-первых, другая принцесса Женевьева появилась в Барби Rock'n'Royals. Она была соседкой Эрики, одной из главных героинь этого мультика. А еще Женевьевой звали королеву, по совместительству мать Анны Луизы из Барби Принцессы и нищенка. По этой причине в фандоме даже есть теория, что на самом деле та Женевьева из 12 танцующих принцесс и является матерью Анны Луизы из Принцессы и нищенки. И на самом деле сначала шли 12 танцующих принцесс, а потом уже Принцесса и нищенка, хотя выходили они в обратной хронологии. Хотите узнать о других совпадениях имен и интересные теории с фандома? Тогда напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, а также не забудьте поставить лайк и подписаться на меня, чтобы не пропустить это новое видео. Оставляю вас наедине с плейлистом с другими интересными видео по теме Барби. Желаю вам чудесного дня и до скорого!